Аниме Frieren, провожающее в последний путь, опять вызывает недовольство. Только если сначала аниме-комьюнити разделилось на фанатов и хейтеров, то сейчас раскол уже среди фанатов. Если кто не знает, в аниме началась крупная арка с экзаменом на звание мага первого класса. И последние несколько серий выглядят как череда боев разных команд магов, что сильно отличается от остального сериала по подаче. Но это я так, очень мягко суммирую вал негативных комментов на Шики, Аниме.го и других сайтах. Каюсь, тут есть немного и моей вины. В комплиментарном обзоре на почти 150 тысяч просмотров я с жаром рассказывал про то, что Frieren это не Battle Shonen, а размеренная история про путешествия и воспоминания о былом в стиле роуд-муви. Сравнивал с Violet Evergarden и Волчицы и пряности, но внезапно Frieren из аниме, стоящего на вершине топа года, а возможно и где-то на высоких местах десятилетия, для многих комментаторов превратилась в то, что значительная часть комьюнити противопоставляла ей самой. Она превратилась в эти тупые типичные сёнэны с их тупыми клише. Или все-таки нет? Давайте вместе разберемся в этой турнирной арке, а с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. И да, я отдаю себе отчет, что некоторые из вас заинтересовались Frieren как раз из-за этого жесткого противопоставления мейнстриму, ведь это тайтл, ломающий устои аниме, тайтл не для всех. Возможно, с такими мыслями кто-то из вас нажимал плей на первой серии, только вряд ли в этом признается. Но это нормально для всегда молодого аниме-сообщества. Злостными хейтерами становятся точно таким же образом, противопоставляя себя чему-то, что считается мейнстримом, и спойлер, так работает вообще со всем в этом мире. Вопрос лишь в том, сможешь ли ты аргументировать то, что Дота или, например, Евангелион говно. Для себя я выделил 3 основных претензии из вала недовольства. Первая и самая всеобъемлющая — это не наша Frieren. Первый этап экзамена идет 4 серии, второй будет проходить никак не меньше, а ведь еще есть третий. Так что да, арка будет длиться до самого конца сезона. Будет постоянный экшен, постоянные сражения и все, что полагается обычному сёнэну. При этом раньше нам целых 19 серий показывали размеренные путешествия вечно зеленой эльфийки с ее более короткоживущими спутниками. Боев почти не было. Квесты в поселениях делались всего по половине серии, стояла общая атмосфера спокойствия и расслабленности, а тут 9 серий одной и той же арки, и в почти каждой из которых махач. Еще и предыдущую группу Frieren во главе с Гиммелем почти не вспоминают, и Старк появляется в сюжете всего один раз. Что я могу сказать по этому поводу? А ты думал, что он будет с тобой целый день? Невозможно тянуть одно и то же размеренное путешествие бесконечно. Даже самые преданные фанаты устанут от такого. Все же Frieren, как и любое другое художественное произведение, должно находиться на балансе напряженных и спокойных эпизодов. Сейчас идут напряженные серии, после чего во втором сезоне вам снова будут показывать спокойное путешествие. Не надо беспокоиться, то самое меланхоличное повествование никуда не исчезнет. К тому же нас ждет мега крутая арка Эльдорадо, а в манге еще и полностью закончилась арка с монументом богини. И все они перемежаются полюбившимся нам путешествием. Да и по духу эти 2 крупные арки ближе к классической, а не батальной Frieren. Тут же, кстати, становится лучше видна общая конструкция сюжета, которую пишет нам Ямада Канехита. Длинные арки разделены цепочкой небольших сюжетов с постепенным раскрытием не только текущей группы эльфийки, но и предыдущей. Держа это в голове, вам будет куда проще относиться к арке экзамена. Претензия номер 2, которая проистекает из самого явления турнирных арок в сёнэнах: огромное количество персонажей, которые дальше в сюжете не будут играть никакой роли. Типа, выкинь их вместе с аркой, и ничего не поменяется. Во Frieren это не так. Как я говорил в предыдущем видео про значение имен, по подсказке справа сверху, вам следует присмотреться к персонажам. Денкен будет основным действующим лицом одной из следующих арок. Нам еще будут показывать и Юбель, и Вирбеля, и Эдель, и Лернена. Их нам раскрывают не просто так. Тут нет такой ситуации, как, например, в «Хвосте феи», в арке больших волшебных игр, где нам показывают бои третьестепенных персонажей, которые вообще никак не повлияют на сюжет. Тут вы скажете: а как же Канна с Лавиной?
Они же дальше вообще выпадут из рассказа, а им дали столько экранного времени. Я в роликах не раз говорил, что в этом аниме многое не проговаривается вслух, и это нужно подмечать самостоятельно. На примере подружек как раз снова проявляется основная тема Фрирен — краткость жизни и то, что останется после меня. Две девушки пришли на крупный экзамен, попали в команду к настоящему эпическому герою, которая как профессионал провела их через испытания, закалила их характер, да еще и стойко терпела их выходки. Этот экзамен для них — это, возможно, пик жизни, самое яркое событие, а Фрирен лет через 100 скажет: экзамен, ну да, что-то было такое вроде. Хотя так бы сделала старая Фрирен. Новая же обещала узнавать людей получше. Именно поэтому она и расспрашивает Канне об их отношениях с Лавиной, а потом сравнивает ее рассказ со своими воспоминаниями. Старая Фрирен забила бы болт на двух подружек и молча пошла разносить весь экзамен, но новая Фрирен не такая. Так что получается, что нам не раскрывают двух проходных персонажей, нам через этих персонажей раскрывают саму Фрирен. Третья претензия — типичное сёнэновское балаболие и бахвальство во время битв. Тут я должен сказать, что вообще-то это было и раньше. Фрирен с Квалем перед боем пообщались достаточно. Люгнер с Ферн тоже долго разговаривал, пытаясь узнать побольше о Фрирен. Так и в арке экзамена происходит то же самое. Вирбель с Юбель разговаривали во время боя, чтобы заговорить друг другу зубы, а попутно зеленоволосая даже прониклась душой старого солдата. Тем не менее, как только нужно что-то предпринять, действие идет незамедлительно. Эра болтала в одиночку, потому что Ферн немногословно, ну и так далее. Дальше бахвальство. По всем боям первого этапа можно сделать вывод, что маги не хотят просто так убивать других магов. Да, некоторые отдельные личности, типа Вирбеля или Рихтера, много угрожают. Но заметьте, делают это по отношению к тем, кого считают слабее. Рихтер гнул понты, зная, что против него девчонка со льдом и маг воды без единого озерца вокруг. А вот Денкин, наоборот, вел себя совсем не по-сёнэновски. Он знал, что перед ним стоит легендарный герой, которому он и в подметке не годится. При этом он все равно сдаваться не собирался. Тем не менее, он лишний раз не провоцировал Фрирен и, более того, останавливал от необдуманных действий Рихтера, потому что грозить убийством напарницам великой героини Фрирен очень и очень чревато. По итогу все потери среди магов оказались от местных чудовищ. Птичек Гейзель. Насмерть драться никто из людей не хотел. И погибли действительно самые неприспособленные, как и сказал Генао. Например, вот эта троица магов взлетела, чтобы осмотреться, и уже через минуту нам показывают, как их трупы живописно развешаны на дереве. Заметьте, что группы Фрирен, Вирбеля, Денкина и остальных даже не пытались взлететь, потому что чувствовали монстров. Ну ладно, на Канне одна такая птичка напала на земле, может она особенно вкусная. То есть, да, были конфликты, но все решала нелетальная магия. Либо социалочка, либо голые кулаки. Какой же все-таки Денкин крутой персонаж. Кстати, тут очень сильное отличие с, например, экзаменом на Чунина из Наруто, где, например, малолетний бандит Гаара просто так за здорово живешь убивает других участников. И что самое интересное, ему это сходит с рук. Ну подумаешь, молодежь умирает на экзамене на звание всего лишь командира отряда. Бабы же еще нарожают. Теперь сравните с Фрирен, где прохождение испытаний дает тебе титул одного из сильнейших магов континента, а еще и одну любую имбо-магию на выбор. Что я тут вообще Наруто вспомнил? Ну, я сейчас на стримах на Твиче начал в первый раз в жизни смотреть Наруто с самой первой серии. Можете приходить по понедельникам в 19:00 по московскому времени. А еще вы можете поддержать меня, подписавшись на Бусти, где, например, этот ролик подписчики увидели на неделю раньше. А еще там выходят прохождения хентайных игр. Переходи по ссылке в описании и сканируй QR-код. А мы продолжаем. А продолжу я, наверное, объяснением некоторых спорных моментов арки. И начну с того, как некоторым могло показаться, что автор искусственно возвел барьер. Ну, типа есть северное плато, но туда не пускают.
Типа там очень опасно. А фрирен с группой только туда и надо, поэтому давайте, идите, сдавайте экзамен. Еще больше вас может бомбануть с того, что на Северном плоту тоже есть деревни, и бродячие одиночки-торговцы, и вообще и жизнь идет как бы своим чередом. Вот только количество встреч не с просто цветками-переростками, а с полноценными гуманоидными демонами там возрастает. Да и звероподобной монстроты хватает с избытком. А обычные люди? А люди просто привыкли к такому порядку вещей. Но в целом там будет настолько опасно, что только маг первого класса может предложить стопроцентную защиту. Следующий спорный момент с суперкрутым барьером, который поставила серия, а фрирен его легко разбила. Типа, а зачем нам акцентировали внимание на том, что его нельзя разрушить? Можно подумать, что только для того, чтобы фрирен разрушила его и вследствие чего уравняла бы шансы Канны в бою. Но все-таки одна из целей заключалась в том, чтобы поприветствовать серии, с которой не общалась последнюю 1000 лет. И та, судя по всему, была не очень довольна такой встрече. Вообще, две эльфийки друг друга недолюбливают на почве разных взглядов на магию. И если быть точнее, серия недолюбливает фрирен, а фрирен просто пофиг на серии, отчего у той еще больше бомбит. Тем не менее, есть объективные показатели, судя по которым фрирен куда более умелый и искусный маг, чем серии. Не в плане боя, но в плане работы с магией. Но это уже спойлерные намеки. Подводя итоги, я еще раз хочу сказать, что аниме фрирен, провожающее в последний путь, не изменилось как таковое. В нем по-прежнему нет орущих персонажей, нет эмоциональных качелей и всего того, про что я рассказывал в обзоре. Да, новая арка структурно отличается, но это все еще наша фрирен, в которой точно так же надо подмечать мелочи, в которой точно так же показываются персонажи через призму времени, только призму жизни обычного человека. И в принципе ничего сверхкритичного не происходит. Поэтому я еще раз вам говорю, дайте ей шанс. А на сегодня все, всем удачи и всем пока.